привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Не забудьте подписаться на этот канал, не забудьте поставить палец вверх. И, конечно же, про мой телеграм-канал Victoria Day Life. И я там выкладываю все эти видео, дублирую и рассказываю о жизни в Испании, про котиков, про парфюмы, ароматы, которые я очень обдуманно приобрела. Очень обдуманно. То есть там иногда был сэмпл, потом travel-версия, потом флакон. Еще могло пройти много времени, прежде чем я решусь. Супер обдуманные покупки. И первые ароматы, о которых я расскажу, я их заказала буквально 30 октября. И они пришли, они в Питере, их мне привезут. Я надеюсь, что в скором времени. Но мне не терпится вам о них рассказать. Это супер крутые ароматы. Я с ними была знакома, я очень их хотела, и вот наконец-то приобрела, как мне казалось, по супер выгодной цене. Но через 2 дня цены еще снизились, потому что в ноябре на Рандеву проходят скидки в честь Черной пятницы. Поэтому, друзья мои, если вы что-то хотели, то сейчас самое время. И есть еще мой промокод 10 Victory, который дает плюс 10% скидки на все, суммируется со всеми акциями, скидками, как всегда. И, конечно же, я подумала, ну почему я не подождала 2 дня всего? Ну вот не терпелось мне уже заказать эти ароматы, потому что один из них я целый год ходила и думала. И вот сейчас, во-первых, сейчас его сезон 100%, мне прям, не терпится. Давайте, я не буду вас томить. Первый аромат. Atelier d'Ors. Аромат называется Blue Madeline. Я с ним познакомилась через слепые затесты. Мне прислала Таня Шеремет. Спасибо ей большое за знакомство с этим прекрасным ароматом. Он очень сложный. Он стартует так, что ты в жизни не догадаешься, к чему это приведет. Это просто целая история. Сейчас я вам зачитаю пирамиду, друзья мои. Это что-то с чем-то. Тут, значит, в начале у нас корица, бергамот, розовый перец. Потом у нас идет молоко, роза, черный чай. И заканчивается все можжевельником, пралине, сандал, перуанский бальзам. Хочется спросить, что, как. И тут нет ни слова про персик, абрикос, хотя я его там чувствую. Стартует все так очень дымно. И ощущение, что это сейчас будет какой-то такой тяжелый аромат, какой-то такой восточный, будет окуривать тебя. Но вдруг он меняется, он вообще идет в другую сторону. И вот этот вот дымный аспект становится таким мягким, больше похожим на чайный аспект. Такого черного, знаете, терпкого чая. А потом появляется персик, потом появляется молочность в аромате, мягкость такая с сохранением вот этой вот ноты. И это такая красота, это так уютно. Я не знаю, почему я сразу флакон не взяла. Сейчас мне его ждать и ждать. Надо было уже давно его заказать. Он, конечно, для меня, вот на мой вкус, однозначно осенне-зимний. Если холодная весна, то он тоже хорошо будет. Он не приторный, он какой-то такой круглый. Он такой вроде бы и прохладный немножечко, и теплый. Очень красивый аромат. Обычно я с большой осторожностью рекомендую вам ароматы, потому что это супер субъективно. Но сейчас совсем другая история, и я рекомендую вам шелковую наволочку. Очень приятную на ощупь, очень красивую, от Iris Silk. Вот такой вот тюрбан шелковый, тоже от Iris Silk. Он такой двуслойный, из чистейшего шелка, и такая вот резиночка. Почему, друзья мои, вы спросите, я так осмелела и что-то вам тут рекомендую? Всю свою жизнь, как многие, наверное, я спала на хлопковой наволочке, и для меня было нормально проснуться со спутанными волосами, с такими пушащимися, естественно, без какой-либо прически, с заломом где-то на лице, и я знала, что хлопок, он впитывает средства с волос или с лица, неважно, крем, сыворотка, он впитает все. И еще, ко всему прочему, это может провоцировать появление размножения бактерий в хлопке, что вызывает раздражение на лице, высыпание и так далее. С шелком такого не происходит. Почему? У Iris Silk шелк очень плотного плетения. Это важно, чтобы средства не впитывались. Он отшлифованный. Это тоже важно, чтобы не оставлять заломов, чтобы, опять же, не впитывать средства. Это необходимо. Я много жаловалась на свои обесцвеченные, вьющиеся, пористые волосы, что я ничего не могу с ними сделать. Поэтому
Поэтому я приобрела еще вот этот вот шелковый тюрбан. Я обычно делаю так. Я мою волосы, отжимаю аккуратно в воду, потом надеваю тюрбан, который впитывает ненужную влагу. После этого снимаю, наношу средства для волос. И потом либо укладываю кудрявым методом с помощью тюрбана, опять же таки формирую кудри, либо я их выпрямляю. Благодаря тюрбану кудри получаются более упругими, они не пушатся, они лежат. Точно так же я могу сказать и про эту наволочку. Когда я сплю, волосы не спутываются, волосы не пушатся, и средства все остаются работать на волосах или на лице. Еще, казалось бы, вот такая вот мелочь, резиночка для волос, но она не деформирует волосы. Это очень важно, потому что когда я дома, я люблю их собрать, и обычно резиночки, они деформировали мои кудри. Я знала, что если я их собрала, то потом я их уже не увижу. Я увижу что-то такое невнятное у себя на голове. Но шелковая резиночка так не делает. Она вообще не деформирует волосы, ни прямые, ни кудрявые. Это очень приятно. И выглядит она, конечно же, намного благороднее, да, шелк выглядит намного благороднее, чем обычные резиночки. Еще мне очень нравится, что Iris Silk сам производит, контролирует качество этого шелка, соответственно, он износостойкий, его можно даже в машинке стирать, главное выбрать деликатный режим, и лучше даже вот в этот специальный мешочек для деликатных вещей. Она не теряет цвет, она не теряет свои качества, и это очень важно. Друзья мои, к своему возрасту я поняла, что настоящая забота о себе – это не купить роскошную шелковую блузку, чтобы всех поразить своим великолепием. Настоящая роскошь – это купить шелковую наволочку, чтобы поразить саму себя своей заботой, своей любовью к себе, вниманием и благодарностью. Вообще, конечно, очень жалко всегда денег именно на домашние вещи, я это понимаю, но на самом деле именно они дают ощущение благодарности себе, ощущение заботы о себе, уюта. И вот именно поэтому могу их смело рекомендовать. Ну и как всегда, друзья мои, я вам рекомендую обязательно быть счастливыми и, конечно же, любить себя. И это можно сделать намного выгоднее с моим промокодом от Iris Silk. Промокод Виктория, он дает 7% скидку на всю продукцию на сайте Iris Silk. Juliette Hessegan, Powder Love. Я влюбилась в рекламу этого аромата. Я когда его увидела, я думаю, я схвачу просто флакон, не задумываясь, мне он нужен. Потом, когда я увидела сам флакон, да, не в рекламе, уже появились у блогеров обзоры. Ну, флакон, он такой матовый, розовый, симпатичный, но, конечно же, в отрыве от рекламы он выглядит довольно-таки обычно. И я заказала себе от Levant. Я заказала от Levant и просто стала каждый день им поливаться. Вот он пришел ко мне, я не знаю, недели 3, что ли, назад. Вы видите? О, Господи, это очень для меня много. То есть у меня вот до такой степени обычно от Levant за несколько месяцев, иногда полгода, иногда и год стоит, столько я не использую. И я практически каждый день. Я смешиваю его с другими ароматами. Он классно, кстати, смешивается с ароматом The House of Food L'Explicit. Вот, кстати, смотрите, этот у меня появился, он мне тоже нравится, L'Explicit, но он у меня появился где-то еще в начале лета. Несколько месяцев прошло, обожаю тоже его, но все равно. Такого расхода, вот, чтобы прям каждый день хотелось, такого не было. Значит, я с ним смешиваю. Я смешивала его с Арианой. Получилось очень красиво. Я его еще с чем-то смешивала, я не помню сейчас. Он, знаете, как классно идет. Его наносишь на волосы, и это такое прикольное облако, как будто какое-то очень дорогое уходовое средство. Вот так вот он с волос именно звучит. В нем вообще есть какая-то нота именно уходового, очень дорогого средства, когда он открывается. И на волосах это прям классно звучит, а вот на запястье я могу нанести что-то другое, и оно вместе прям звучит шикарно. И, короче, я, конечно, заказала себе флакон, я сразу взяла 100 миллилитров, потому что разница там между 100 и 50 вообще небольшая, поэтому я решила, что возьму сразу 100, хотя, вы знаете, я не беру вообще сотки почти никогда. Это такое... Вот прям цвет представляется, реально вот анонс, реклама полностью совпадает. Розовое облачко.
это легкость, это такая ягодно-малиновая, но приятная. Я не фанат малины вообще в ароматах, но вот здесь она такая приятная малиновая часть, ей все стартует, потом аромат становится более вот уходовый, пудровый, но есть в нем какая-то вот нотка, похожая на что-то от Арианы, возможно. Ну, то есть какая-то такая терпкость, какая-то такая вот пудровость, сухость какая-то в базе, в хорошем смысле. Мне очень нравится вот эта вот его база. Тут есть амброксан, но вот он, кстати, я его не так громко чувствую, как в других, и Джульетт Хасаган, и хорошо. Потому что когда амброксан занимает все, я вообще не вижу смысла брать аромат. Вот такие есть у Джульетт Хасаган, которые, я бы сказала, амброксан с отдушкой. Отдушка улетучивается, остается амброксан. Здесь такого не происходит, слава богу. Поэтому ко мне едут 100 миллилитров. Сейчас, кстати, цены прям еще снизились. Я, конечно же, прям поторопилась. С моей скидкой вот 100 миллилитров 7 тысяч стоит 66 рублей вот на сегодняшний день. И еще минус 10%, то есть это минус 700 еще рублей с чем-то. Ну, это просто вообще. Я, конечно же... Ну да ладно, давайте следующий аромат. Ой, это я тестила его в Мадриде, еще где-то до этого тестила. Это дымка для волос Initio Parfums Mask Therapy. И я не люблю сам парфюм, парфюмерную воду. Она для меня очень громкая, какая-то слишком химозная, какая-то вот она такая... Я знаю, что у этого аромата много фанатов, поэтому извините меня, да, но вот у меня такая повышенная чувствительность вообще ко всему. Я супер чувствительный человек, и для меня вот этот аромат слишком просто громкий, слишком. Но мне всегда вот его шлейф с кого-нибудь очень нравился. Приятный аромат, особенно на горячей коже, которая быстрее открывает ароматы, и они быстрее слетают. Вот этот вот остающийся шлейф очень нравился. На мне так не было. Но я попробовала дымку для волос, и вот она дает именно вот такой красивый легкий шлейф чистоты, в то же время какой-то есть там фруктовый абстрактный оттенок, опять же, как будто уходовое средство. И я поэтому себе заказала дымку, она ко мне едет. Я уверена, эта дымка будет классно сочетаться со многими ароматами. Вот я прям на 100% в этом уверена. С той же Juliette Хасаган Powder Love он будет сочетаться со многими ароматами, вот с уходовой базой, уходовый такой есть подтон у ароматов, да, вот он, я уверена, со всеми будет классно сочетаться. Кот у меня, что-то у меня делает кот здесь. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Так, давайте дальше. Ну, честно говоря, тут я решила поиграть, заказать аромат вслепую. Я видела его анонсы тоже еще давно, видела, хоть и мало, но я встречала на него отзывы, и меня прям он заинтересовал. Это аромат от Feel & Feel, называется Naughty by Nature. Один обзор, да, который мне прям запал в душу, слышала, что это как будто бы такая интерпретация на тему современной Мисс Диор Шери 2005 года. И я бы очень такое себе хотела. Давайте зачитаем пирамиду. Тут ежевика, клубника, розовый перец, маракуйя, мандарин. Потом какао, ваниль, роза, фиалка. Вот звучит просто, как это может мне понравиться. Потом дальше древесные ноты, пралине, сандал, пачули, мускус. Даже по базе, честно говоря, уже куда-то отсылка к Мисс Диор. В принципе, не обязательно Шери. Сначала идут ягоды, фрукты, потом у нас идет цветы, да, роза, фиалка. Ну, ваниль тут и какао, мне кажется, все-таки это больше для красного словца. Мне кажется, что это прям не чувствуется. Ну, в обзорах не было у блогеров, что это ощущается. Древесные ноты, пралине, сандал, пачули, мускус. Ну, вот пачули и древесные ноты, и пралине это прям вот из каких-нибудь баз, каких-нибудь Мисс Диор. Поэтому вполне возможно это будет похоже. Единственное, я надеюсь, что это не похоже на новую Мисс Диор, потому что тоже ежевика. Ну да ладно. Я думаю, что мне это должно понравиться. Описание, отзывы мне очень нравятся. И я все время хотела что-то от этого бренда, но либо я какие-то отзывы встречала людей, с которыми у меня похожие вкусы,
И я понимала, что, скорее всего, мне тоже не зайдет. Ну, плохие отзывы, я имею в виду, встречала. Либо я пробовала у них аромат Easy Ecstasy, по-моему, он называется, еще когда в Питере жила. И мне не понравилось, что он очень тихий, и я практически его вообще не ощущала. Ну, как-то вот мне не зашло. Я тогда подумала, что у меня из таких есть ноты парфам, из таких парфюм без парфюма, да, но которые я, кстати, довольно хорошо слышала. Это там Броксан, и я прям хорошо стала отличать со временем. Вот такие вот у меня будут классные скоро ароматы. Я очень это жду. Прям жду не дождусь. Особенно если учесть, что 3 из них я прям хорошо знаю. Я точно знаю, что у меня окажется в руках. И я прям особенно... у меня хоть есть тут от Ливан, да, Powder Love, но Blue Madeline и Mask Therapy очень хочется. А Naughty by Nature хочется, потому что мне так интересно. Давайте дальше. Аромат, который я очень долго думала. Очень долго думала. Я не знаю, года 2-3, надо мне его или нет. Я его периодически вспоминала, мне хотелось, но что-то останавливало. Это Лира от Ксерджов. Я даже не знаю, что меня останавливало. Вот бывает такое. А потом как-то прям я поняла, что он мне прям вот нужен, очень его хочу. Это красивая ваниль, лаванда. Тут еще есть лакрица. Лакричник, как он там правильно называется. Он придает такую немножечко горчинку, придает баланс, да, балансирует вот эту вот самую ваниль, чтобы она не была какой-то приторной и сладкой. Мне очень нравится, что это аромат, который можно носить всегда и везде. Он не будет распространяться на все уголки, да, на все территории, просто заполнять собой все, не давать никому дышать. Нет, он очень... Мне нравится, что он ты его наносишь, ты сидишь, и он с тобой. Ты идешь, и вот от тебя может он шлейфануть. Ненавязчивый, на каждый день, при этом он теплый, он напоминает про Новый год, есть в нем такая пряность. Ну, в общем, просто аромат, я бы сказала даже, что он универсальный. Кстати, тут же еще цитрус есть в начале. Почему я об этом не говорю? Какой-то, скорее всего, красненький апельсин. Вот что-то типа этого. Очень, конечно, красиво. Вот меня так иногда удивляет, почему я так долго думаю, хожу, взвешиваю, иногда раз вот так вот и вслепую покупаю. Как это объяснить? Еще очень обдуманная покупка, очень обдуманная. Это Serge Lutens Un Bois Vanille. У меня как-то было, я прям заказывала много пробников, тестила все ароматы. Мне еще нравится Datura Noir, но когда я, так сказать, прям захотела и созрела, ее сняли с производства, и я ее не нашла за нормальные деньги. За какие-то огромные, я не люблю покупать снятости за огромные деньги. Ну, не могу я. Когда я знаю, сколько это стоит, да, реально, вот стоят новые выпуски, они стоят вот нормальную цену, а рядом снятость за нереальные деньги. Ну, короче, я не гоняюсь за снятостями. Всегда найдется что-нибудь из новеньких классное. Но, слава богу, Унба ваниль не сняли, и я его заказала. Я бы не сказала, что это прям вот именно такой яркий ванильный аромат. Здесь есть древесные ноты, есть, конечно же, ваниль. И самое главное, что мне нравится, тут есть как будто бы такая нота воска, парафина. Прям вот напоминает про свечку. Мне очень нравится эта нота. Тут, по-моему, заявлен пчелиный, что ли, воск. Но для меня это прям вот именно восковой воск. Для меня это прямо вот свечной воск. Очень классно. И тоже это, в принципе, универсальный аромат. Куда угодно, он не будет шлейфить на километры, заполнять собой все пространства, и это очень хорошо. Я такие ароматы, которые вот прям слишком громкие, не люблю с точки зрения, что всегда надо думать, куда их надел. И не люблю, когда мне приходится вот подбирать случай под аромат. Я хочу подбирать аромат под мое настроение и не думать о том, можно ли его в общество надеть или нет. И иногда вот очень громкие ароматы я вообще использую дома. Представьте, да? Очень красивые они, но вот из-за такой нереальной громкости я либо вот, просто на прогулку их надеваю вот тут вот у себя возле дома, да, где-то хожу недалеко,
Либо, ну, куда-нибудь, где я одна хожу, точно никого не придушу. Вот это вот очень интересная история. К сожалению, этот аромат снят с производства. Мне очень жаль. И я его прям схватила вот уже, когда знала, что их снимают. Точнее, их уже сняли, и я просто их из магазина купила. Они там еще, слава богу, были по нормальной еще цене. Это Adult от Kilian. И я первый раз познакомилась, когда с отливантом, да, этого аромата. Мне он вообще не понравился. Мне показалось, он пахнет как-то странно, какой-то едой, какими-то, знаете, как будто бы кто-то пришел в парфюме, рядом варили пельмени. Вот так. Это сейчас я не слышу, я просто вам описываю мое впечатление, то давнишнее. И вот как будто это вот два аромата смешались. Если вы любите пельмени, вы, наверное, сейчас скажете, какой крутой аромат. Но в целом я бы не хотела вот так пахнуть, да, и слава богу, он так не пахнет. Я не знаю, это был ольфакторный глюк, что-то я не знаю, да, потому что это вообще такой инжирный аромат, молочко инжира. Он такой, правда, немножечко кремово-лактонный. Здесь есть оттенок фиалки. Он именно вот здесь, как свеженапечатанный глянцевый лист журнала. Обожаю вот этот аспект фиалки. Немножечко есть в начале каких-то таких абстрактных зеленых нот. И сандал тут немножечко, он такой теплый, мягкий, но немножечко в нем есть рассольности, ну совсем чуть-чуть. Это не Сантал 33 от Лилабо, вообще нет. Даже можно сказать, что ее и нет, да, этой рассольности, если вспоминать, что есть в Сантал 33. Так, наркотик и от Насамата. Я когда познакомилась с отливантом этого аромата, я просто на себя, помню, брызнула. Нет, не на себя. Я брызнула на блотер и подумала: нет, ну это невозможно, это просто нельзя вообще носить, просто нельзя. И положила блотер дома. У меня был набор тогда аромабоксов, и он был в нем. И я ходила, да, и мне в какой-то момент прям стал нравиться вот этот шлейф, он как раз заполняет все вокруг. Вот все вокруг, поэтому посмотрите, да, этому аромату уже 4 года он уже живет у меня в коллекции, и вот я столько использовала. Это еще и экстракт ко всему прочему, то есть наносишь один пшик. Кстати, экстракты очень часто близко к коже сидят. Они очень-очень долго держатся, но у них, да, другая фишка. Они тяжелее, и поэтому они не дают такой шлейф. А это, нет, это дает. Ну, странно. Он прям очень летучий. Вот прям летит вперед тебя. Очень стойкий, шлейфовый. Ну, короче, меня просто напугал вот он. Причем я почувствовала в самом начале фрукты, и я тогда еще подумала, в пирамиде заявлена тубероза, жасмин, лилия и пряности. Специи, по-моему, даже заявлены. В общем, я подумала в тот момент, почему они не написали фрукты в пирамиде? Они же есть. Но потом я поняла, что здесь фруктовый аспект дает тубероза. Тубероза, да. Немножечко, тут совсем чуть-чуть. Прям для знатоков этого аспекта тут есть индольность. Тут чувствуется лилия для нелюбителей лилии. Вообще этот аромат я не советую брать вслепую никогда и никому. Это в большинстве случаев будет разочарование. Только через отливант. Даже вот просто на блотере, скорее всего, вот у вас, да, может быть такая реакция отторжения. Ну, если вы не фанат лилии, кстати, лилию вот такую вот еще поискать где-то в парфюмерии, такую явную, красивую, в пряностях, еще и с другими цветами белыми. Ну, вообще, конечно, аромат для любителей белых цветов. Тубероза, жасмин, лилия. Вот если вы фанатеете от них, то обязательно обратите внимание на этот аромат. И если вам нравятся стойкие, шлейфовые, которые заполняют, если вы что-то такое ищете, да, по случаю, то обязательно тоже обратите внимание. Аромат, конечно, очень красивый, очень-очень женственный, очень сексуальный, но вот не на каждый день, ни в коем случае. Мне кажется, даже вот он какое-то такое настроение создает, да, что каждый день с таким настроением не походишь. Ну, или у меня такая жизнь.
жизнь, он может даже, наверное, изменить жизнь, если начнешь каждый день ходить в этом аромате, то, скорее всего, куда-то вас дорожка поведет в направлении вот этого аромата. Очень интересная и насыщенная жизнь. Так, что-то я задумалась, не выставить ли мне поближе куда-нибудь. Так, что я еще вам не рассказала? Ариана, я же вам не рассказала про Ариану. Ариана. Изначально у меня вообще появился маленький отливантик, маленький, 2 миллилитра, и мне он понравился. Сразу же. Я прям его сносила тут же. И потом на Новый год мне муж подарил набор Parfums de Marly из 4 ароматов, и там один из них был Ариана. Я, естественно, им тоже начала поливаться. У меня с Parfums de Marly ни с одним ароматом, в принципе, очень хорошие отношения не сложились, кроме Арианы. Это просто вообще выбивается из всей семьи вот этих вот Parfums de Marly. Это очень красивая флёр де оранж. Это маршмеллоу. Это такая сахарная вата. Тут сахарная вата не заявлена, но вот я это чувствую как сахарную вату. И мне очень нравится, что здесь нет вот такого резкого перепада от вот таких холодных белых цветов, цитрусовых, немного флёр де оранжа и вот этой теплой, сладкой, ну и, кстати, не очень приторной базы маршмеллоу. Ну, на мой вкус, не приторной. И вот мне кажется, вот это вот как будто это все в такой сахарной вате, и оно это соединяет. То есть тут нет такого резкого, холодного и теплого, свежего и такого сладкого, вот такого перехода резкого нет. Он очень сбалансированный, несмотря на такие, ну, правда, пирамиду, ноты, такие вот разные, да, из разных, так сказать, спектров. Сладкое и цитрусовое, да, холодное и теплое. Очень тут все сбалансировано. И у него очень-очень красивый шлейф. Вот он такой, у него средний шлейф, он чувствуется, он очень хорошо держится, кстати. Ну, на мне, по крайней мере, очень хорошо, на волосах. Очень, конечно, радостный и позитивный аромат. Поэтому он, наверное, выбивается из всей линейки. Для меня все Parfums de Marly, они такие какие-то с претензией, немножечко такие пафосные, очень-очень такие женственные. Но для меня они, наверное, вот не про сексуальность, а про какую-то вот такую более мягкую женственность. Ну, куда-то вообще вот в другую сторону. Если сравнивать с Narcotic V, который для меня прям такой дерзкий аромат, этот такой вот все-таки больше такой степенный, я бы сказала. У меня есть Делина и Делина Эксклюзив. Все из этого набора. И Валая, кстати, у меня есть. Вот они вот для меня все такие стабильность, степенность, даже где-то консервативность. Наверное, потому что там роза, да. Несмотря на то, что там есть вот этот почерк Биша, да, вот это вот какая-то современная база, но вот такая пудровая, яркая роза в них есть. И вот меня как-то это больше вот в ту сторону, да. Никакой дерзости в них нет, динамики нет, они такие более статичные ароматы. Они как будто бы тебе говорят: давай замедлимся, остановимся, все уже у нас есть. А Narcotic V говорит: давай что-то куда-то, где-то там, что-то, где-то еще мы не видели, не слышали, не знаем, нам надо куда-нибудь быстрее, туда-сюда, здесь, там. Аромат кипиш, в общем. Так, Juliette Косиган Sunny Side Up. Этот аромат я вообще познакомилась с ним очень-очень давно, не знаю, лет 5-6 назад. Я когда его первый раз потестила, я тоже подумала: ну нет, ну это что-то вообще мне не нужно. Какое-то сухое, рассохшееся дерево. Нет, такое еще у меня было ощущение, что оно давно рассохлось, жара, уже пылью покрылось. Вот такое вот у меня было от него ощущение. Но потом у меня появился Atливант маленький, и я его стала тестить в разную погоду. Я его стала тестить в разную погоду и даже в разном климате. И вот здесь у нас высокая влажность. Ну, кстати, в Питере тоже высокая влажность. Не знаю, почему так. Ну, в общем, не знаю, почему, что у меня настроение поменялось, но мне очень понравилось. Здесь есть сандал.
немного рассольный. Здесь есть все-таки такой еще сандал в виде сухого дерева, тоже есть. Здесь есть такое вот молочко, какой-то как будто крем для загара. Немножечко есть такая соленая нота. Я бы не сказала, что тут прям рассол, ну, немножечко есть вот этот оттенок. Тут есть, кстати, жасмин, но я его больше чувствую как что-то вот такое кремовое. Он придает именно вот этот аспект здесь. Он не чувствуется как именно цветок жасмина. Вот. Очень красивый аромат. Очень. Обожаю его теперь. У меня, кстати, вот что я заметила, у меня такое бывает, когда я сначала аромат вообще не поняла, даже могу вот как этот бедный мой Эдалт просто сказать, что это что-то пельмени какие-то, а потом я прям в него влюбляюсь. И вот в этом случае обычно это прям те ароматы, которые я правда ношу, те ароматы, которые я даже не задумываюсь о том, чтобы их продать, отдать, подарить. Это прям мое, мое, мое. Вот не знаю, почему так происходит. А бывает, что вот сразу там с первого пшика влюбляешься в аромат, потом приобретаешь, поносишь, и ну, все, вот он. Поносила несколько дней первых, и потом стоит. Вот так вот, я не знаю почему. Напишите в комментариях, у вас бывает такое или нет. Все, друзья, вот такой вот у меня получился сегодня обзор. Я очень жду, когда мои ароматы попадут ко мне. Хорошо бы, чтобы это случилось поскорее. И я вам желаю всего самого хорошего, отличных, удачных покупок. Не забывайте, что сейчас хорошие скидки на... С одной стороны, держите себя в руках, да, держите себя в руках. А с другой стороны, если у вас какие-то давние хотелки, такие обдуманные уже, то, мне кажется, сейчас самое время выгодно их приобрести. Все, друзья, пишите комментарии, не забудьте подписаться на этот канал, не забудьте Victoria Day Life, мой телеграм-канал, не забудьте использовать мой промокод, чтобы еще выгодно приобрести свои хотелки 10 Victory. Все сказала. Спасибо вам, что были со мной. Всех целую, обнимаю и обязательно будьте счастливы.